Дорогие друзья, дорогие слушатели, смотрители, пониматели, с радостью приветствую вас в нашей студии «Радио Аврора» на нашей программе «Честь, достоинство и справедливость». Слова очень ответственные, слова, которые являются для нас определяющим началом для человека порядочного, для патриота, для человека, отвечающего за жизнь близких, за жизнь своей страны. И вообще то, что является признаком Homo sapiens, человека разумного. Я хочу представить с огромной радостью дорогого гостя, очень дорогого гостя, очень близкого человека, Салавата Александровича Щербакова. Но это абсолютная легенда советской и российской скульптуры. Я его в нашей предварительной беседе назвала архитектурным... Нет, скульптурной область. Вот. История России в скульптуре. Вернее так. Нет, вы есть сама скульптура. Ваши решения, ваши блистательные проекты, я не знаю, десятки выдающихся совершенно проектов, которые являются явлением для российского, не только для российского зрителя, не только для российского историка. Вы являетесь символом России в скульптурном исполнении. Вы знаете, начиная с той самой гигантской статуи напротив дома Пашкова, к которой устремляются все гости Москвы, устремляются туда, чтобы увидеть то, что создали вы. Монумент русской истории, монумент русской вере, монумент русскому православию, монумент всему тому, что является русским пространством. Я не знаю, архитектурно ваша мастерская, она создает ансамбли памятников. Моя радостная встреча с вами, которая состоялась благодаря нашему общему другу Сердюкову, автору интереснейшего российского проекта «Аллея российской славы», это дорогого стоит. И то, что мы с вами встретились, мы с вами и давно, до этого были знакомы, а потом вдруг появилась зона вашего профессионального воздействия, вашей профессиональной привлекательности. Я знаю, что у меня как раз есть, естественно, выписка. Я полазила дополнительно по разным источникам. Я думаю, вы на меня за это не рассердитесь. Где пишется, что монументальные работы Салавата Щербакова в Москве многочисленны. 17-метровый памятник князю Владимиру на Боровицкой площади. Это как раз то, о чем я начала говорить. Блестящий выбор, историческое осознание, глубокая культура, понимание вашей работы, и вообще ваша избирательность в этих работах – это особые темы для нашего разговора. Поэтому я хотела бы услышать вас, я хотела бы увидеть ваше желание поговорить на эту тему. Вообще, что вам дорого, что вам удается, чем вы недовольны, какие у вас возникают конфликты с самим собой. А я рядом вижу, у вас стоит скульптура. Да. Памятник чудесный. Да, это наше с вами совместное творчество, потому что я в подростковом возрасте мне я искал книгу «Зияющие высоты», и Зиновьев для нас было такое загадочное, огромное имя, огромная фигура. И он для нас был именно этой огромной фигурой. Но когда я пообщался с вами, и вы мне подсказали о его истоках, о его юности, когда все это зарождалось, в его мыслях, в его душе, его дальнейшая философская деятельность, писательская, и вообще как масштаб. Поэтому вы мне подсказали, что надо искать там, в молодом возрасте. И поэтому, наверное, это достаточно, нестандартно, потому что мы знаем его, этот мудрый образ. Мэтра, и когда он писал, и когда он вернулся в Россию, и мы его так знаем. Но очень важно было обратить внимание в тот возраст. Поэтому здесь попытались отразить именно эту какую-то
собранность, особость, какой-то объективность в хорошем смысле, ну, он и логик, и философ, и вот все вот это заложено в человеке именно, ну, даже, наверное, из детства. Да, бесспорно, это бесспорно. Вот молодой возраст. Это личность. Очень да. сложная, непонятная, колоссальная интрига историческая в той эпохе, когда вот он был молод, то есть вот в какой стране, вот в Советском Союзе он жил, это же огромная, как сказать, такая вселенная, и взрыв, и солнце, ну, то, что мы знаем вот о советской истории, и катастрофы некие, личностные, то есть все это было, и он тогда, оказавшись вот в этом мире, увидел вот этот мир вокруг себя, именно в молодости, а потом уже исследовал, понимал и рассказывал нам. Так что вот именно вот этот, важно, что это возраст. Да. Вы его совершенно фантастически почувствовали. Я помню нашу с вами первую встречу у вас в мастерской, я имею в виду. Когда мне показали много фотографий, у вас там висело много фотографий, Сан Саныч, и спросили, вижу ли я вот прообраз вот того, что вы хотите сотворить. Я сказала, нет, не вижу. И вы мне так сказали, а вот каким вы его видите? И я сказала, вот я вижу его таким вот молодым. И вы мне сказали, посмотрите на меня этими глазами. Я на вас посмотрела. Да, и вы с этих да. глаз, ну, то есть вы сканировали. Я не знаю, я потрясена тем, что вы увидели. Вот эта глубина вот вашей творческой натуры, вы, понимаете, дело не в поверхности, разумеется, а в глубине восприятия того, чем вы занимаетесь. И я вам признательна за то, что вы открыли этот памятник в Чухломе, на родине Сан Саныча, в том самом уезде Чухломском, где находится, теперь уже это называется, урочище Пахтино, куда мы выезжаем каждый год. И вот в конце августа мы туда уезжаем и встречаемся и с людьми. Естественно, мы поклонимся вашему памятнику, вашей работы. И у нас там будет проходить заседание Зиновьевского лектория. И в конце августа в этом году, 26 августа, состоится большое заседание, вернее, большая пресс-конференция в ТАССе, посвященная 50-летию выхода вот той самой книги, о которой вы говорили, «Зияющие высоты». Я буду счастлива приветствовать вас на нашей пресс-конференции в ТАССе, ну, если конечно, вы будете я с удовольствием буду, это очень интересно. Вот. Ну и кроме этого памятника, за вашей душой, за вашим сердцем, за вашим сознанием стоят десятки выдающихся совершенно памятников, которые являются отражением нашей истории, это не украшение истории, а это отражение. Причем это такое зеркало, такой глубины интеллектуальной, что только поражаешься. Как вот вы все это успеваете? Как вы успели отдать должное выдающимся актерам, выдающимся министрам, выдающимся историческим лицам нашей страны? Я поражаюсь. У вас по вашим скульптурам можно писать скульптурную энциклопедию России. О, вот так вот. Ну, вы знаете, я думаю, что тут важно. Как вот я спрашивал вас, какой взгляд, то есть я отношусь, художники есть двух типов. Есть те, кто выплескивает некое свое видение, это я люблю таких художников, но есть, когда, я, может, повторяюсь, вот музыкант исполняет Баха. Он сам должен обладать мастерством, но он должен воспринимать именно то и на адекватном уровне это исполнять. Поэтому я всегда стараюсь понять смысл или событий, или вот личности, характер, и максимально впитать вот эту огромность, важность там, и крестителя Руси, и там, адмирала какого-то, или писателя, или вот Достоевского я делал для Оптиной пустыни. О, да. То есть задача вникнуть. Поэтому, когда вы говорите, почему я столько успеваю, то я могу так сказать. Вот у нас часто плачут, ой, там какая Россия, там дураки и дороги, там еще что-то там. И писали там «Прощай, немытая Россия». У меня было совсем другое ощущение. Когда я рос в семье, это было советское время. И мои
предки, кого заочно знал, вот моя бабушка, в частности, она закончила высшие женские курсы еще до революции, была учитель математики. И я воспринимал Россию не как дураки и дороги, а что Россия – это подвиг людей, это приравнивается, я считаю, к святым, это духовная высота. Вот я недавно сейчас открывал скульптуру Серафима Саровского. Да, это духовное. И еще одна вещь есть. Это мастерство и интеллект. Чтобы Россию построить такой, которой она сейчас есть и прошла через века, через географию гигантскую, русским и России, и разным национальностям России, вот цивилизации, свойственен вот интеллект и мастерство. То есть, когда говорят вот мастера, люди интеллекта, в этих условиях почти лунных, когда Сибирь, когда Ледовитый океан, когда враги, готовые сожрать или с запада, или с востока, или с юга, да, и мне так же, как вот в космос полетели первые, отправлен был наш космонавт. Также Россия такие подвиги проявляла и делала, исполняла всегда. И поэтому мне кажется, что вообще вот мастерство, это выше, надо сказать, не мастерство, мысли. То, что было вот у Зиновьева, объективность, сила мышления, это нам должно быть свойственно. И у меня вот студенты занимаются, и просто... так же, как и в спорте, должно проявляться максимальное мастерство, смекалка. Даже Суворов, вот, у него есть 3 слова: глазомер, быстрота и натиск. Это очень большие слова. Под глазомером имеется в виду все проектирование, все видение, весь мониторинг. Вот он создавал слово глазомер. Вот увидел там крепость, как подойти. Вот глазомер – это очень много, это наука. Глазомер – масштабность. Да, а дальше быстрота – это работа в нужном времени, а натиск – это мощь. И вот в этих 3 словах очень много сказано. И глазомер присутствует недаром. А глазомер – это все. Это философия, это наука, это космос, это философские какие-то мысли. Поэтому... я к чему веду, что просто любая профессия, она требует у нас на родине, как, наверное, и во всем мире, вот этого профессионализма и честного отношения к работе. Вот школьный учитель учит, вот у меня бабушка 50 лет отработала, она должна ходить в школу, она должна максимально заниматься с каждым учеником, всеми этими теоремами, то есть это свойственно нам. И очень хорошо, что очень многие встают на этот путь, идут по нему. Поэтому наша скульптурная работа – это всего-навсего тот самый желаемый профессионализм и свойственный нам, который мы просто приобретаем генетически. Какой-то стремимся к мастерству. Конечно, только этим исчерпать объяснение всего того озверевшего коллективного Запада, его беспокойство по поводу того, что мы еще живы, нас давным-давно уже должны были раздавить все нашествия, мыслимые и немыслимые, предыдущих 5 столетий. Но самое главное, вы знаете, самое главное беспокойство коллективного Запада прошлого столетия и сейчас одухотворенность, культура, образование, русский мир как таковой. Вы понимаете, они не могут допустить такой мысли, что мы их превосходим. Мы не боремся за первое, за второе место. Просто наше существование как страна, как народ, который чтит, уважает культуру, честь, достоинство и справедливость, что является не просто каким-то пересечением, то есть повтором там каких-то слов, а это есть принцип поведения и жизни. Живи с Богом, живи с совестью, уважай старших, уважай близких, не переписывай историю. Вот то, что происходит сейчас на Западе, то, что они пытаются сделать вид, что нас нет. Знаете, как в домике. А я сижу и делаю вид, что вас нет. Но не получается. Не получается культура без Чайковского, без Чехова, без Пушкина,
без Салавата Шербакова, без Александра Зиновьева не получается никак. И они понимают свою, как бы сказать, скудоумие. Это очень неприятно это осознавать, и проявляется это самым странным образом. Но когда ребенок ударится об стул, он ногой ударяет стул. Стул не виноват. И поэтому вот ваша роль культуртрегерская в самом хорошем, в самом высоком, в самом красивом смысле этого слова, то, как вы в пластике вот решаете и преподносите вот этот русский дух, меня это поражает. Вы знаете, я потрясаюсь вот этим вашим видением, вашим умением глазомера. Да, спасибо, конечно. И я могу сказать, что важно не только вот узкая профессия, даже вот врача. Важно, вот для врача важна литература, важна история. Культура. И тогда культура. Вот, кстати, очень важное слово «культура». Мы иногда его, бывало, что теряли, забывали. Оно было самым главным. Вот и в XIX веке, и когда мы говорим «великая русская культура», человек, воспитанный на русской культуре, а это вот кого вы перечислили, начиная там, от Фанвизина, вот самые даже Грибоедова, вот не обязательно брать вот Достоевского, само собой, это уж Толстого, это да. просто. А вся русская культура, Лесков, она очень глубокая, очень самодостаточная, и она, ну, как бы и есть культура человечества. И мало того, мы же через нашу культуру или параллельно мы также читаем Гомера, Шекспира, Сервантеса. Нашего Шекспира, нашего Сервантеса, я правда? говорю, да. То есть Шекспир – это великий русский писатель, Да. так мы смело можем сказать. Тем более… Даже как Кант, великий русский философ. Да. Поэтому это очень важно, и нам важно вот эти истоки и корни все время возобновлять. Вот уровень культуры должен быть адекватен нашим, так сказать, нашим предкам, нашему прошлому. Вот это важно везде, везде. Потому что сейчас вот век современных вот этих технологий, людей куда-то молодежь сбрасывает в какие-то вещи, и они утрачивают, вот как ампутация какая-то происходит, вот какая-то ампутация, то, что, да, и главное, это видно, что мы все к ней склонны, мы должны войти в эту дверь культуры, и мы входим, бывает человек, не вошел. Вот это нам все время надо и помогать, и пропагандировать, чтобы люди читали, погружались. Куда мы не поедем, вот, например, в Суздаль, человек должен погружаться, а что это? Или вот в Псков мы говорили, да. Или в Петербург. Это чудо, просто чудо. Причем этот город, вот я сейчас был недавно, он влияет, он воспитывает людей. То есть, насколько заложено, когда я вот тут недавно как бы с сыном сидим, смотрим, но это уже, я говорю, какой храм, Исаакиевский собор, для нас, так простыми словами, грубо говоря, для нас построил царь. Ну, во-первых, да. А мне, почему для нас? Ну, а для кого? А для кого? Он же не строил вот открыть, поаплодировать открытие, как концертик. Это строится на века. Конечно. А на века это для нас, для внуков, правнуков, праправнуков. И построил царь. Да? Ну, можно смело и так сказать. И вообще Петербург выстроен какими людьми, да? И я вот сейчас замечаю, сейчас вот я видел фестивальчик такой, вот на этих плавсредствах несколько тысяч людей плывут в каких-то костюмах, сфинксов. Вот сейчас было просто чудо какое-то, чудо. Да, это уже не первый раз проводится. Вот эти, как они называются вот лодки такие плоские. Каноэ, да? Ну, нет, площади. Ну, неважно, это все знают. Я вот забыл слово. И просто несколько часов они плывут, и люди с набережных смотрят. И я думаю, вот как все эти фасады и вот эта фонтанка воспитывает людей и приехавших, и которые прошли уже какие-то поколения, может быть, и не очень высокой культуры, и прямо воздействует на людей, и там какая-то своя среда. Форматирует так же людей, Суздаль. Правда? Или, например, я еду на Урал, там, вот, скажем, там, в Башкирию, в Оренбургскую область, там свое воздействие вот этой степи, кочевых культур, еще где-то. Точно так же в Крыму, на Донбассе своя культура вот этого донецкого характера, донбасского характера. Да. Она просто вот она есть. И это очень интересно. Вот. Поэтому, конечно,
вот это воздействие на нас, то, что уже сделано до нас, Конечно. вот оно работает 200 лет, памятник Фальконе, например, Петр I. Вот подходишь, и ты понимаешь, что тебе это послали через там 250 или сколько, я сейчас считать не буду. И ты получил. Да, и оно тебе транслирует как Да. в рупор. Да. Как, или там вот ты читаешь, и оно там вот это Россию поднял на дыбы, и потом, как Пушкин писал, там это «Медный всадник», и все это, оно вот есть. В совокупности. Это нам подарок Да. от наших предков. Это эстафета культуры. Вы знаете, я в связи с этим вспомнила, ну, наверняка вы помните этот кадр в фильме «Белое солнце пустыни», когда этого говоруху отрока его сопровождают солдаты, он арестован, они идут по песку, жарко безумно, солдаты, значит, вытирают пыль, пот там и так далее, в лаптях шлепают или в чем-то они шлепают по этому песку, а говоруха отрок прямой спиной чеканит шаг. И один из солдат к нему обращается: «Ваше благородие», то есть это конвоируемый, ну как-то так вот. Вот вы выросли в каких-то покоях, у вас там всякая культура, а мы нам трудно переносить такие трудности. И он сказал: культура, брат, культура. Понимаете? Конечно, конечно. Это слово, это понятие, это образ, который вбирает в себя все. И литературу прочитанную, и музыку услышанную, памятники, парки, парковые ансамбли, музеи, которые мы посещали, посещаем и будем посещать. И вот это то преимущество, это вот та радость, это то наследие. Сокровища. Вот. Сокровища это наши. вот те сокровища, которые мы получили от наших предков. Там работали все, там трудились ученые, писатели, слесари, строители, Конечно. плавильщики, металлурги и так далее, и так далее. Трудилась вся страна, трудились все поколения наших сородичей, да? Да. И надо помнить о том, что мы отвечаем за это. Мы должны умножить то, что было сделано нашими близкими, нашими родными. И вот вы сказали, трудились, и я подумал, у нас слово «труд» в русском языке не как какая-то повинность, каторга, а труд это почетно, это надо. Труд вот оно облагораживает. Труд, да, Правда? то есть это, конечно, и это абсолютно верно. Но я бы что сказал, что хорошо, что мы культуру, как и в храм, когда входим, не можем освоить или присвоить и менторски вещать. Мы там все время ученики, там все время есть куда развиваться. Мы Вот растем. Да, то есть культура это не то, что вот я освоил, и Нет, ты конечно. все время человек поглощает, да и в 50, и в 70 лет он все время ученик, и он туда стремится. То есть культура, она все равно, так же, как и вера, выше нас. Да. Да, вот это очень важно. То есть мы не можем вот так пальцем показывать, вот мы все знаем. Мы знаем что-то, а что-то еще не знаем. Мы знаем, что мы ничего не знаем, знаете. И, кстати сказать, это одна из последних фраз, которую произнес Александр Александрович, уходя в вечность, а в этом году 20 лет исполнилось, как он ушел. Он произнес совершенно неожиданную фразу. Вернее, ожиданную, вот потом, когда я ее услышала, он сказал: какое счастье, что можно учиться. Человек уходит, он понимал, что это его последние минуты жизни. И он сказал: как хорошо, что можно учиться. Вы знаете, вот Микеланджело, вот такая же история, но когда он уже умирал, а ему было там по 90, он сказал: только-только я научился скульптуре, и говорит, уже пора уходить. То есть, представляете, то есть это было уже, когда он все давно сделал, он говорит, я вот только-только начал понимать, что такое скульптура, вот так вот. И, к сожалению, пора уходить. Вообще, способность человека быть ненасытным, быть любопытным, все время желание заглянуть за горизонт, это, конечно, вот те качества, которые, безусловно, нуждаются в поддержке, в развитии и так далее. Вот я хотела бы тоже, пользуясь правом, пользуясь возможностью поговорить с вами, хотела бы услышать, расскажите про эту скульптуру Серафиму Саровскому. Вы ведь были в Питере. Это событие, вне всякого сомнения. Фигура легендарная, фантастическая, глубокая по содержанию, по деяниям. Расскажите, пожалуйста. Ну, вы знаете, у меня с Серафимом Саровским потом оказалось, что очень много связано.
Ну, первое, я родился 15 января, это день памяти Серафима Саровского, это день его кончины, и это вот его день. Я родился в день Серафима Саровского. Вот у меня даже, да, рядом с крестом висит, есть его, как вот такое изображение, иконка, кстати, из Суздаля, вот Серафим Саровский, блаженный старче Серафиме. Ну, как бы с этим живу. Потом бабушка мне говорила, ну, будем надеяться, бабушка говорила, у нас есть иконка небольшая. Она мне говорит, она чудотворная, но это внутри семейная, когда ребенку клали под подушку, ну, он выздоравливал, если болели. Потому что отец моей бабушки, он был протоиерей, священник, и у меня по материнской линии все из духовного звания, и даже есть новомученик, святые. И вот Серафим Саровский. И я все время вот это мы видим, понимаем, вот это с медведем его изображение, когда он жил в лесу. Там это. И много-много-много. Потом, значит, получилось так, что я делал памятник Александру Первому в Александровском саду у Кремля. Да. И по одной из легенд, ну, там несколько сюжетов, там вход в Париж, значит, вход в Париж, битва трех императоров, это когда Лейпцигская Березина, и у него была по легенде встреча с Серафимом Саровским. Даже есть гравюрка такая, что они в келье сидят, разговаривают, там свечи. Есть, ну как бы был. Ну и сам Александр I, одна из версий, что он стал старцем, как бы, но это уже, может быть, прямой не относится. И я изобразил там как раз Серафима Саровского, у меня там 2,5 рельефа, это его воинская часть с Суворовым, с Кутузовым, Барклаем де Толли, там, Милорадовичем, а вторая, вот эта духовная часть, то, что относится к его, ну, деятельности духовной, это строительство храма Христа Спасителя в честь победы в наполеоновских войнах и Казанской Божией Матери, Казанский собор в Петербург. Ну, как бы это изображено. И там я изобразил встречу с Серафимом Саровским. Это в Александровске. И люди подходят, трогают руку Серафима Саровского, она блестит. То есть, он там, то есть я пока этим как бы все время где-то был рядом. А потом год назад из Петербурга мне раздается звонок, что хотели бы вот изготовить статую, фигуру у храма Серафима Саровского. Это дорога жизни, это Всеволожск. Да. Такой храм, очень приход очень крепкий, насыщенный, много людей с интересом. Вот под Петербургом. И, знаете, такая история, может быть, это слишком как бы лично для заказчика. У него скончалась супруга, она очень занималась вот этим храмом. Потом трагически тоже там он ушел из жизни сын, и он в их память взял эстафету, как бы, ну, он человек, так сказать, что мог это все совершать, и он мне эту статую просит сделать. Я ее делаю, приезжает батюшка оттуда, отец Александр. Все смотрим, и он меня не торопит, потому что вот летом только день. И потом вдруг попадает в больницу и как в реанимации. Говорит, ну как, идет работа? Я говорю, идет. Значит, делаем не спеша. Но вы не спешите. И, в общем, вдруг я узнаю, что он скончался за неделю до этого памяти. Он все время сопровождал. И вот сейчас его дочь взяла эстафету. Вот сейчас мы открыли. То есть, как бы... Ну, вот связь такая и с его ушедшими близкими людьми, и он сам. То есть, это дар от души. И духовенство питерское, все приехали на освящение. И такое место, и лес, и храм, и вокруг дома. Людей пришло очень много. И как бы вот мне посчастливилось вот прикоснуться и сделать этот вот образ. То есть это как бы больше, чем скульптура. Как бы скульптура это просто язык, а это вот то, что о Серафиме Саровском, это вообще о России, да. Это очень большой, святой, большая духовная высота, очень такая русская. Он не красавчик, не там какой-то очень яркий человек. Это очень сконцентрированная такая духовность, и вся внешняя сторона, она подчинена духовности. И также параллельно я в этот момент, когда делаю, попадаю в Курск, а он сам из Курска с семьей, Серафим Саровский, и мне показывают храм, а была такая легенда. Они были очень набожные родители и строили храм, колокольню, он стоит, этот храм. И, значит, они, когда были на колокольне, строительством занимались с матерью, он оступился и упал с колокольни подростком.
И мать уже очень, так сказать, конечно, была напугана, побежала вниз, а у него не царапины. Он встает. То есть это был первый знак, что да, это он был совсем мальчиком. И меня ведут в этот храм. Я только читал при нем. Он говорит, да вот он. Я говорю, что? И вот колокольня. Да, вот она. Ведут внутрь храма. То есть, представляете, то есть все время Серафим Саровский как-то он сопровождал, да. Великолепно. А я хотела вам задать вопрос по поводу нашего с вами проекта об установке памятника вашей работы, блистательной работы, около философского факультета МГУ на Ленинских горах. Вы знаете, была большая переписка, я обращалась, к кому я только не обращалась, написала письмо Мединскому, нашему бывшему министру культуры, но теперь возглавляет Союз писателей России и по-прежнему РВО. И мне оттуда ответил какой-то человек, я вам переслала это письмо. Чистая такая, ну, как вам сказать, скучная серая формальность, что решение об установке памятника и вообще о памятнике как таковом принимается после определенного заседания, после объявления, ну, не тендера, а конкурса. И я переслала вам письмо в надежде, вернее так, в уверенности, что вы скажете ваше слово, и каким вы видите решение вот этой проблемы. Памятника Зиновьеву в Москве нет. Но в это трудно поверить, это трудно понять. И я предложила даже такой вариант. Если не около философского факультета, не на Ленинских горах, тогда рядом с Институтом философии, но там ваш другой совершенно фантастический памятник «Весна советской философии». Вы так ощутили Зиновьева в его росте, в его движении, в его динамике, в его зиновьевской устойчивости. Вот скажите, что мне просто очень хочется услышать ваши слова. Ну, я уверен, что памятник обязательно должен быть. И так часто бывает, когда вот мы Достоевского делали, то есть он идет к старцу Амвросию или уже идет оттуда, ну, просветленный, потому что у него сын 4-летний умер. То есть это было два разных пути. И здесь также вот то, что весна философии, и вот из этой эпохи, когда все это зарождалось, тут надо сказать, что у Зиновьева не только что он вот проснулся, родился, увидел. У него корни, то есть он увидел, не только он посмотрел вокруг себя и вперед, а корни его из семьи, это очень важно, что он с помощью этих корней, родившись и оказавшись в Советском Союзе вот в тот момент, когда какая была вокруг, так сказать, среда, и как он видел гораздо шире, то есть важно, что это связано очень сильно с корнями. И, может быть, вот эта весна и вот это желание, жадность это видеть, жадность интеллектуальная, духовная, то есть человек готов об этом размышлять, не просто принять тоже действительность. Вот да. Я что вижу, то и принимаю, а он это осознает, сравнивает, как во Вселенной стоят светила и другие, значит, галактики, ну, как бы, то есть человек, который именно взвешивает, то есть это колоссальный потенциал. Поэтому, мне кажется, вот этот памятник, он более, что ли, такой нестандартный и очень в корень, когда именно вот молодой, когда вот это расцветающее, ведь кроме философа, кроме мудрости и какой-то там логики, у него есть горение. Вот да. Горение, желание, воля. Вот, да, мир как воля и представление, как у Шопенгауэра. Воля. Не только представление. Воля – это человеческая, вот эта душа, сущность. Да? Вот поэтому, мне кажется, вот так. Но нужно действовать, я думаю, достаточно вот что мы, будем дальше просто. Делать? Нужно просто официальным путем через комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме, через департамент культурного наследия, я думаю, ну, никто даже мысли не может быть, чтобы отказать, что такой памятник должен быть. Поэтому, мне кажется, мы этот путь пройдем, мы его понимаем, и люди, которые встречают нас в этом случае и административно, они все это понимают. То есть мы должны быть
Мы неизбежно, мы являемся неизбежным фактором. Единый коллектив с ними, потому что, ну, как бы они только будут, мне кажется, приветствовать за. И можно даже и две концепции показать, но я думаю, вам виднее. И я уже могу сказать, нам с вами виднее. Вам виднее, какая идея должна быть заложена. Вы знаете, я думаю, я отвечаю сразу на ваш вызов, да, на ваше предложение. Я вижу, что весна советской философии более чем уместна вот сейчас. И именно в свете всего того, что в каком сложном сейчас состоянии находится наша философия. Кстати сказать, сколько споров, сколько ломается мечей, копий и так далее, и так далее, и так далее, сколько заблуждений, сколько тяжелых моментов, тяжелых моментов наблюдается в нашем философском обществе, и не только в нем, а вообще в нашем обществе. Мы не будем этого скрывать, да? И в нашем скульптурном. Так, безусловно. Это маленькая комнатка. Еще бы, что вы, Господи. Тоже все требует работы, изменений каких-то, честности. Любой профессиональный цех рождает сон переживания. Это совершенно очевидно. И поэтому, мне кажется, имело бы смысл настоять на этой скульптуре. Она невероятно живая, невероятно динамичная. И знаете, чувствуешь именно эти корни. Вы это так там здорово вплели во все построение. Но это созвучно, когда мы там так или иначе говорим, фильм «Россия молодая», то это Петровская эпоха, еще какая-то, даже и Александра Невского «Россия молодая», и эпохи князя Владимира, и сейчас, то есть он, Зиновьев, в этом возрасте, это в очередной раз Россия молодая, да. И сейчас Россия молодая. Да. Надо это и... я так думаю, мы с вами, наверное, вместе будем составлять какие-то документы. Конечно. Я буду слышать все ваши советы, все ваши рекомендации, поскольку, вы знаете, Зиновьев – это главное событие в моей жизни. Все, что происходит с ним, все, что происходит справедливо, несправедливо, для меня это… И очень хорошо, что вы у него есть. Спасибо. Мы есть друг у друга. Салават Александрович, я вам благодарна за вашу готовность, за ваше желание прийти и поговорить о главном, поговорить о духовном, поговорить о вашем искусстве, благодаря которому у нас есть есть скульптурная история России. И я передаю радио «Аврора» этот эскиз, передал, оставляю. Я не знаю, должна ли я взять в руки. Давайте я прямо передам. Да, благодарю вас. Спасибо огромное. Но это чудо, это радость. Видите, вы помните, как на открытии памятника Сан Санычу у Конюхова, в его деревне, у Федора Конюхова, когда я передала ему маленькую в бронзе вашу скульптурку, он поблагодарил меня и сказал: Ольга Мироновна, а эта скульптурка полетит на Северный полюс. Так что Сан Саныч есть уже на Северном полюсе, он уже есть в Чухломе, а теперь он будет в Москве на радио «Аврора». Очень. И потом, я думаю, состоится наша с вами мечта. Мы преодолеем все то, что мешает русскому человеку посмотреть на мир открытыми глазами. Благодарю вас еще раз. Спасибо и большое. Всем слушателям, всем зрителям, которые были с нами, благодарю их за внимание и за желание слышать, видеть, понимать, действовать, бороться и искать. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. Акнотика – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагает двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов 3 компаний, и вы поймете, почему окна Акнотика доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил.
Акнотика. Надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.